На концах невесомого рычага действуют силы 40 и 240 ньютонов. Расстояние от точки опоры до меньшей силы равно 6 сантиметров. Определите длину рычага, если рычаг находится в равновесии. Так действуют силы на рычаг F1, напишем, равно 40 ньютонов, и F2 равно 240 ньютонов. Расстояние от точки опоры до меньшей силы, L1 напишем, равно 6 сантиметров. Определить длину рычага всего. Напишем L. Точка опоры рычага. Здесь действует сила F1, то все расстояние будет L1. Здесь действует сила большая, F2, и плечо будет вот это L2. Все длина, сумма двух. Первое плечо плюс второе плечо, это будет длина L, напишем L равно длина всего рычага L1 плюс L2. Поскольку рычаг находится в равновесии, рассмотрим силы, которые действуют, и моменты сил, которые действуют на данный рычаг. Что касается первого закона Ньютона, рычаг находится в равновесии, в состоянии покоя. Это говорит о том, что сумма всех сил, векторная сумма, равнодействующая, будет равна нулю. Посмотрите, сюда действует сила F2, F1. Если их просуммировать, F2 плюс F1. Против них действует, естественно, сила опоры рычага. Вот это значение. Если векторно сложить все эти величины, мы получим значение 0, потому что рычаг находится в состоянии покоя. Это первое условие вроде бы как не совсем устраивает, потому что нужно смотреть на второе условие. Это для того, чтобы рычаг не поворачивался относительно этой точки, то векторная сумма моментов сил, она тоже должна быть равна нулю. Рассмотрим, какие здесь моменты сил действуют. Сила F2 действует в этом направлении. Возьмем ее направление за положительное. Пусть это будет плюс. Момент силы F2 будет записан следующим образом. Момент силы F2 равен чему? Сила F2 умножить на L2. Все равно как положительного направления. Что касается силы F1, если эта сила действует по часовой стрелке, так это действует против часовой стрелки. Знак его будет противоположный вектору, чем F2. Можно записать о том, что момент силы F1 равен F1 умножить на L1. Для того, чтобы они не вращали ни в какую сторону этот рычаг, моменты эти должны быть одинаковые. По модулю, разные по знаку. Будем смотреть модуль этих значений. Модуль этой силы F1 это будет F1 умножить на L1. Модуль этой силы F2 будет F2 умножить на L2. И они должны быть равны. Теперь нам нужно просто найти с этого выражения значение L2. Потому что L1 у нас известно, и сила тоже известна. L2 равно F1 умножить на L1 и делить на F2. Равно L1 у нас указано в сантиметрах. Пока мы его так оставим, может оно где-то сократиться или уменьшиться. Не будем переводить его в метры, в системные единицы, тем более, что, судя по всему, оно тут останется в качестве определяющего. Теперь подставим значение, которое у нас есть. F1 получается 40 ньютонов, умножится на 6 сантиметров. F2 сколько? 240 ньютонов. Ньютоны сократились, нули сократились. Четверка, 24 тут будет шестерка. Получаем 6 сантиметров, делить на 6, получили 1 сантиметр. L2, вот это значит, равно 1 сантиметр. L1 равно 6 сантиметров. Но общая длина рычага будет сумма двух плеч этих. L равно большое. L1 плюс L2 равно 6 сантиметров плюс 1 сантиметр равен 7 сантиметров. L равно 7 сантиметров.